Вижу. В глазах появляется интерес. Наверное, ты меня сейчас о чем-нибудь спросишь. Конечно. А как же истина? На этот вопрос отвечают молчанием. Ты же знаешь. Да, знаю. Но все-таки она у тебя фактически исчезает. Каждый копается в собственном творчестве. Что напридумывал, то и имеет. Даже вспомнилось учение майя, популярное на Востоке. Дескать, весь мир иллюзия, ничего реального нет. Ты что, полагаешь, что это верно? Ну это как посмотреть. Если иллюзия все же присутствует, значит фактически что-то имеется. Просто ему поменяли название. Была реальность, стала иллюзией. В чем расхождения ясности нет. Мы ведь об этом уже говорили. Различие возникает тогда, когда ты замечаешь и то, и это. Иначе понять, чем одно отличается от другого, ты не сможешь. Поэтому я бы выразился иначе. Есть и иллюзия, есть и действительность. Просто они, как и все, относительны. Скажем, к примеру, в моем понимании, иллюзия является вера в то, что действительность только одна. Одна на всех. У каждого она своя. Своя обособленная действительность? Да, не совсем обособленная, но своя. Своя действительность, реальность или даже вселенная, если хочешь. Не думай, что мы живем в одной самопридумавшейся действительности. По большому счету это не так. Ну подожди. Я есть, ты есть. Мы встретились и общаемся. Где мы встретились и общаемся, если общего места нет? Мы встретились и общаемся в пересечении наших реальностей. Множеств, построенных нашими жизнями, твоей и моей. Сходство в них есть, но они не тождественны. Потому что моя привязана к моей системе отчета, а твоя к твоей. И точки отсчета у них различные, но есть того различные существа по факту. Но при чем здесь точки отсчета? А при том, что любая информация, сколь бы всеобщей она ни представилась, смысл обретает в конкретном сознании, в некой единой стабильной семантике, задавшей миру реальную базу. Понимаешь? Сначала возникает база, а потом уже то, что на нее навешено. Сначала точка отсчета, а потом фактическое значение. Сначала появляется сознание, а потом уже мир объектов. Потому что единство мира возникает только тогда, когда существует гарант указанного единства, который по определению оказывается одним. В противном случае единство мира не получится. Ни мира, ни его отражения. Стоп. Так единство мира или его отражение? Какого гаранта мы сейчас обсуждаем? Если мы говорим о единстве мира, гаранта единства этого мира. Если о единстве отражения, гаранта единства этого отражения. И поверь, разница здесь небольшая. То есть как это небольшая? Бытие и его отражение. Это что, одно и то же? Не совсем, но близко, если смотреть с практической стороны. Ну, тут уж я совсем не согласен. Бытие существует само по себе. Воля фотографа здесь несущественна. Но каким оно людям покажется, это уже не его проблема. Да, вещь в себе, вещь для нас. Кант об этом уже рассказывал. Пусть так, готов с тобой согласиться, если ты сможешь внести разъяснение. А какой смысл имеет бытие, о котором никто не знает? В принципе. Вот перед нами реальное множество. Все в нем увязано в общее целое. Прямо или косвенно, это не главное. Важно, что все, что реально случается, как-то на всех остальных отражается. То есть для всех существует фактически. Вдруг появляется что-нибудь новое, очень большое, но просто огромное, но остается никем не замеченным. Связей добавленных множества нету, никаких. Скажи, что изменилось в фактическом множестве при появлении этого нового? Чем его бытие отличается от его же небытия? Или бытия других возможностей, не реализованных в этом мире? Ну как чем? Фактом того, что оно имеется. Факт регистрирует кто-то фактически. И в результате такой регистрации он изменяет свое состояние, или, считай, регистрации нету. То есть в реальности что-то меняется, если действительно что-то случается. Покажи мне, что в этом множестве изменилось. В этом случае, в этом или, может быть, в этом. Столько различных, казалось бы, случаев, но по факту различия нет. Но вдруг его регистрирует кто-то, о ком мы еще не знаем. В таком случае мы вынуждены будем признать, что все без малейшего исключения существует. А откуда мы знаем? Вдруг оно кем-то уже обнаружено. Тем, кто сейчас в нашем мире отсутствует, но через многие годы появится и сообщит нам об этом явлении. Понимаешь? Ссылка на то, что, быть может, появится, к факту никакого отношения не имеет. Факт означает «уже обнаружено». В этом вопросе сомнения нет. Поэтому вещь в себе фактически быть не может. Она неотличима от той неразмеченной пустоты, из которой появляется все. Мне кажется, начинаю понимать. Ты хочешь сказать, что конкретное бытие обретает смысл только в привязке к чему-то конкретному? Конечно.
Бытие без своего свидетеля не имеет реального смысла. Смыслов, еще не проверенных разумом, сколько угодно, любых разновидностей. А вот реального смысла нету. Смыслов, еще не проверенных разумом? А чей разум их проверяет? Разум того, кто спрашивает, понимаешь? Кто спрашивает, тот и главный. Он изучает конкретное множество. Он расставляет все факты по полочкам. Он применяет все это на практике. Он благоденствует или страдает. Все, что его окружает фактически, как-то увязано именно с ним, и может соответствовать только его представлениям о действительности. Чужое представление для него не определено, потому что оно чужое. Так что, чужого представления нету? К примеру, твоего. Я не сказал, что его нет. Я сказал, не определено. Оно, конечно, есть. Для кого же именно? Для тебя или для меня? Вообще говоря, для обоих, раз мы увязаны общим движением. Но вот фактичность его отличается. Для меня оно является полновесным, а для тебя урезанным и частичным. И в чем-то обязательно искаженным. В силу того, что мои сообщения ты неизменно толкуешь по-своему, в рамках своих представлений о множестве. Понимаешь? Все представления, все утверждения, факты, законы, абстракции, домыслы – все это связано с частным воззрением. Все относительно, без исключения. Даже и самая общая истина, если она нарушает симметрию, то есть привносит систему различий, значит привязана к некой инстанции, ставшей причиной такого деления, то есть становится в целом условной. И в этом смысле может быть признана иллюзорной тем, кто привязан к другому решению, у кого другая система координат. Поэтому информация, поступающая извне, в чем-нибудь обязательно неверна, из-за различия точек крепления и, соответственно, сдвижки воззрения. И поэтому, очевидно для меня, для тебя может быть сомнительным, и наоборот. Ну подожди, ты сказал «может быть», то есть оно не обязано быть сомнительным. Конечно. Что там в намеченных нами реальностях может совпасть до мельчайших подробностей. О, значит реальности могут быть сходными. Это приводит к простому решению. Если мы выделим сходным единое, то обнаружим единую истину, ту, что фактически признана всеми. План, конечно, хорош, только выполнить его не получится. Почему это вдруг? Да потому что в таком построении будет всегда оставаться сомнение. Вдруг обнаружится кто-то неправильный, кто не согласен с намеченной истиной. А в открытом мире не появится непременно. Если же он согласится, со временем снова появится кто-то особенный, не разделивший такую позицию. Или, быть может, уже согласившийся, вдруг поменяет свое отношение, в силу того, что сменил положение. Мы ведь меняемся в ходе развития, перемещаемся к новому факту. И изменяем свой взгляд на действительность, даже на самую общую базу. Кстати, именно это я и предлагаю тебе сделать. Уже пора. Пора? Да. Старые представления тебя начинают сдерживать. Сдерживать? От чего? От дальнейшего расширения. Расширения твоего сознания. А без такого расширения твой способ существования во времени окажется невозможен. Ты же знаешь. А почему это общая истина вдруг начинает сознание сдерживать? Да потому что стена появляется. Что замкнуло твои представления в рамках конкретных нельзя или можно. Если ты веришь в глобальную истину, кстати, откуда она появляется? Это проблема весьма основательна. Значит, все то, что она не заметила, и для тебя исключается тоже. Ты не сможешь его обнаружить. Никогда, ни в коем случае. Подожди, но если оно существует на самом деле? А что значит на самом деле? Ну это значит в действительности. Чьей конкретно действительности? Не чьей конкретно. Самое главное, единой, всеобщей. Да, наша песня хороша, начиная сначала. Мы снова возвращаемся к твоей неуемной вере в мистику. Веришь, что кто-то с волшебной палочкой всем навязал безусловное правило. Пойми, такого правила быть не может. Если оно закрепилось фактически, значит из всех бесконечных возможностей только одна стала в мире действительной. Все остальные тотчас исключаются. Дверь бытия для других закрывается. И тогда возникает сакраментальное «почему?». Почему это можно, а это нет? Кто принимает такие решения? Как он привел остальных к подчинению? И завершение самое главное. Как удается все это поддерживать без изменений всегда и везде? Ну так получилось. Вот такая на это возможность. Ты же сам говорил. Изначально допускается все. Да, изначально она допускается. Но постепенно возможность снимается в силу того, что внесла асимметрию. То есть разность потенциалов между нельзя и можно. Колоссальная. Тем больше, чем больше других вариантов истины оказалось запрещено. И чем больше она доминирует в этом мире. Возникает энергетическая посылка, снимающая эту асимметрию. Ты ведь о нулевом начале термодинамики помнишь? Помню. Ну, предположим, что эта инстанция может поддерживать данную истину.
неограниченно долго. Ну, для этого она должна обладать бесконечной мощностью, что фактически невозможно, по определению. По определению? Да. Что такое определение? Это формула, раскрывающая суть чего-то. Если явление нами опознано, то есть совпало с известной нам формулой, мы понимаем, как это использовать. Для этого определения и даются. Быстро понять, с чем столкнулись фактически, чтобы решить, что нам делать практически. Выбрать себе алгоритм поведения. Проверенный нами ранее. Так вот, с бесконечностью эта идея уже не работает. Принцип. Я такая. Верификация всякой бескрайности, то есть проверка ее соответствия некой понятной сознанию формуле, не завершается в мире фактически. Никогда. По определению, бесконечно большая величина – это величина, превышающая любое наперед заданное значение. Любое, а их неограниченно много. Чтобы проверить все эти значения, надо работать фактически вечно. Ну, можно дойти до какой-то позиции и прекратить процедуру сравнения, если мы видим, что все повторяется. Значит, ее соответствие формуле будет основано только на домысле, вере, что дальше ничто не изменится. А вера факту вовсе не равнозначна, она может и не оправдаться. Поэтому бесконечность актуальной в принципе быть не может, только потенциальной. Ты сказал актуальный? Да, реальной, фактической, завершенной, подтвержденной на данный момент. Поэтому все, что обнаруживается фактически, с неизбежностью ограничено и конечно, в любых различаемых нами смыслах. И поэтому той всеохватывающей инстанции, на которую ты ссылаешься, фактически быть не может. Значит, всеобщего правила нету? Но это же катастрофа. Почему это вдруг? Ну как же? Если отсутствует общее правило, значит в реальности все допускается. Мир превратится в кровавое место, если всеобщего правила нет. Может и превратиться, если такое правило не придумать. А кто ж его придумает? Ты же сам сказал, полномочной инстанции нет. Да, такой инстанции нету. Но ты-то ведь есть. И в твоем варианте мира ты главное действующее лицо. Сам выбираешь и сам подчиняешься. Сам утверждаешь себе направление. Ну да, но моих полномочий хватает только на меня. А как же другие? А другие решают за себя. Если совпало, вы движетесь группой. Если же нет, разбегайтесь в стороны. Благодаря чему и проявляется разнообразие бытия. Частного конкретного бытия, выбираемого частной конкретной жизнью. Все равно сомнительно. Точки отчета по-прежнему разные. Общих критериев все-таки нет. Да, но решение очевидно. Вспомни, как ты обнаружил истину, выделив общее в маленькой группе. Но ты же сказал, что идея была плохая. Нет, я сказал, что она хорошая. Но применять ее следует правильно, не обобщая на все без изъятия. Эта идея надежно работает в рамках того, что уже оговорено, а не для всех, кто возможно появится. Хорошо. И как же она работает? Вот перед нами 3 разных сознания. Вот мы сравнили свои описания. Правду нашли, а согласия нет. Все равно каждый оценивает мир по-своему. Да, пока не пытается с другими договориться. То есть считает свое описание в каждой детали единственно правильным. Я понимаю, они заблуждаются. Иначе говоря, пока он поддерживает разность потенциалов между собой и другими членами этой группы, оправдывая себя тем, что и они поступают так же. Если же он подошел к пониманию, что без других не сумеет продвинуться, выйти на более сложное качество, то пожелает достигнуть согласия с теми, кто тоже пришел к пониманию. Тут появляются 3 вероятности. Или других подчинить своей истине, или поддаться чужому влиянию, или найти компромисс в представлениях. Каждый смещает свое понимание в точку, которая признана всеми. Да, я, кажется, понимаю. Первые 2 варианта нехороши. Напряжение остается и наружу вырвется непременно. В самый неподходящий момент, когда расслабишься. А в 3-м случае равновесие достижимо. Хотя, вдруг кто-нибудь согласился для виду, и когда все расслабятся... Да, и такое порой случается. Без лицемерия, без предательства, без извращения общей позиции. Но ведь сражаться такому предателю надо со всеми в его окружении, всеми, кто искренне принял решение. А сражаться со всеми ой как нелегко. И при удаче в подобном сражении, если она будет все же достигнута, праздник не будет достаточно долгим, потому что напряжение не исчезнет. Значит, однажды возникнет реакция и восстановит во всем равновесие. Или справедливость, называй как хочешь. Понимаешь? Время всегда устраняет неровности, и здесь ничего изменить не получится. Справедливость восстанавливается всегда, что бы ты ни делал. Если забрал, возвратишь обязательно, но перед этим еще и помаешься, зная, что вскоре придет воздаяние, которое последует неизбежно. Нет, стратегически этот путь не выгоден.
А если лицемерами окажутся все? О, это самый тяжелый случай. Каждый хранит в глубине напряжение, что неизбежно ведет к разрушению, и при этом отказывается от поиска компромисса. Точка, способность стать равновесной, всеми в таком бытии отрицается. То есть третий вариант решения ими полностью и сознательно исключен. В этом случае месива уже не избежать. Когда-нибудь оно проявится непременно. Да. Значит, уйти от такого сценария можно лишь выбрав согласие искренне. Да, именно искренне и не иначе. То, что всем обществом принято искренне, тут же становится общей истиной. Мы называем ее объективной. Потому что создается иллюзия, что она существует сама по себе, в объектной части исследуемого нами мира. Вроде бы наши соседи меняются, а эта база всегда сохраняется, не изменяясь нисколько по сути. Но вот вопрос. Где сохранится подобная истина, если исчезнут любые свидетели, все, кто ее признавал объективной? Понимаю. Эта истина все равно осталась относительной и условной. Просто гарантов ее неизменности стало много. Да, и чем больше таких гарантов, тем эта истина выглядит крепче. Но всеобщей, глобальной истиной будет такая модель представления, что признается фактически всеми, добровольно и без какого-либо обмана. Она-то и выступает в роли того консолидирующего ядра, которое стабилизирует все. Опять-таки в этом заранее оговоренном множестве единиц. Но расширение этого множества тут же разрушит подобную истину. Не обязательно. Что мешает этой жизни закрепить свою истину навсегда? Как это навсегда? Ты говорил мне, что вечности нету. Говорил. Но вспомни, что именно я говорил. Нет подтвержденной фактически вечности. В жизни с такой никто не встречается. Но ведь в потенции все допускается. Можно построить такую конструкцию, что исключит привнесение нового и сохранит неизменными истины. Сохранит неограниченно долго. И что же для этого надо сделать? Замкнуть фактическое время в кольцо. Смотри. Вот чья-то жизнь начинает движение. Вот выбирает себе направление. Снова и снова и снова и снова. Если все выборы будут похожими, то кривизна ее мира закрепится. И по прошествии некого времени жизнь возвратится в исходную точку. Но возвратиться туда с подкреплением, с некой устойчивой схемой движения, строго проверенной в собственном мире. А это значит, что все с неизбежностью повторится снова. В тех же знакомых уже ситуациях будут приниматься те же управленческие решения, будут делаться те же выборы. Понимаешь, какая складывается картина? Мало того, что согласно инерции это движение будет повторено, появляется дополнительная, внутренняя причина, побуждающая жизнь к повторению этой схемы, пока батарейка не сядет. Каждая фаза такого движения лишь повторяет уже закрепленное. Все одинаково в каждой позиции, явных различий фактически нет. Термодинамика здесь уже не работает, для нее не осталось места. А почему она не выберет чего-нибудь нового? Она же может, она ведь жизнь. Да потому что ей все нравится. Изменений она не хочет. Ведь и сам повторяешь решение, если оно оправдалось практически. Да, но я ищу его очень долго. Тут же оно появляется сразу же, словно других вариантов и нету. Ну, сразу это навряд ли получится. Я показал лишь итоги развития. В ходе движения частного разума он проверяет любые решения, и далеко не всегда наилучшие. Но иногда выбирает удачное и закрепляет его в поведении в виде простого закона природы. Вот тогда-то и появляется временное кольцо. Да, похоже на путешествие во времени. Нет, в собственном времени путешествие невозможно. Почему это вдруг? Ты не сумеешь его обнаружить. Чтобы вернуться обратно во времени, надо достигнуть особой кондиции. Весь твой мир со всеми его деталями, в том числе и ты, должен перейти в то же самое состояние, что и в первый раз. А пребывая в нем в первый раз, ты о таком возвращении не думал. Если же в памяти что-то останется, скажем, идея, что все повторяется, ты возвратился в другую позицию, похожую, но не ту же. Понимаешь? Это уже не возвраты во времени, а повторение с неким смещением. И такие неполные возвращения тебе хорошо знакомы. Каждое утро ты просыпаешься, моешься в душ, идешь, одеваешься, ешь и спешишь на всю ту же работу. Встречаешь одних и тех же людей, говорящих одни и те же, уже надоевшие вещи. Но что-то все-таки изменяется, хоть чуть-чуть. А в результате получается не кольцо, а спираль. Тоже весьма неплохая конструкция, но, к сожалению, не очень стабильная. Способная, тем не менее, с течением времени превратиться в кольцо, если оно будет всех устраивать. И что, такое действительно происходит? Конечно. В исчерпывающе полном целом случается все, без малейшего исключения. Что-то я с такими кольцами не встречался. Это тебе только кажется. Этих колец тебе просто немерено.
Не понял. А что тут особого понимать? Атомы. Что они из себя представляют? В центре протоны, вокруг электрончики, почему-то не падающие на ядро. Хотя никто гравитационное и электромагнитное притяжение не отменял. Что их удерживает на орбите? Можешь объяснить? Ну, насколько я помню, есть такая штука. Называется постулаты Бора. Да, есть. Только они не объясняют и констатируют то, что замечено нами фактически. Суть же явления видится в следующем. Сформировалось временное кольцо. Жизнь электрона по мере движения явно замкнулась в физическом времени. Он повторяет все те же решения, не допуская в свой мир изменения. Поэтому теоретически необходимое с нашей точки зрения падение на ядро оказывается вырезанным из его субъективного мира. Если же что-то из него мешается в нашем с тобой физическом времени, мы поменяем о нем представление, просто сменив электронную орбиту, выбрав другую версию его субъективного мира. Надо сказать, что такие события – кольца и петли в фактическом времени. Жизнь посвящает в пути обязательно. По сути, к их формированию любая реальная жизнь сводится. И потому, что любое движение будет всегда приходить к равновесию. И потому, что мы ищем согласие. И потому, что все в мире конечно. Понимаешь, какая складывается картина? Жизнь появляется как абсолютное и безраздельное поле сознания. Сознание, способного ко всему. Завершается как отточенный механизм, подчиняющийся незыблемому закону, выведенному самой этой жизнью и предлагающему ей действительно замечательное решение, совершенное во всех наблюдаемых ею смыслах, но этим же своим совершенством убивающее ее на корню. Выбора в этом движении нету, все идеально запрограммировано и предрешено. И все это в любых различаемых нами смыслах ограничено и конечно, за исключением одного. Повторяется это вечно. По сути, эта замкнувшаяся конструкция ведет самодостаточное, объективное, как говорят философы, бытие. И тогда для жизни появляется шанс. Появляется новая структурная единица, новый субстрат для постройки сознания и изучения нового уровня, что может привести к формированию нового временного кольца из новых строительных элементов. И так до бесконечности. Или, по крайней мере, до тех пор, пока на одном из жизненных поворотов, там, где свобода еще проявляется и направление менять допускается, жизнь не изменит исходную план, но противоположно. Неужели такое возможно? Еще как возможно. Жизнь штука сложная, выдерживают ее не все. Ну что ты задумался? Снова хочешь прерваться? Да.